Всем привет, я Марина, я полиамор. Алло, муж! Секса как бы завались. Ну, честно, с тобой секс такой себе, конечно, а вот она богиня в постели. Ну, привет. О! Да, вау, это же просто любовь. Это восхитительно, типа. Вау, и как? Ну вот сегодня твой каминг-аут получается. Надеюсь, что они это не посмотрят. Итак, всем привет! У нас наконец-то стартовал второй сезон нашего подкаста «Кульминация». И сегодня у нас тема «Полиаморные отношения». У нас сегодня, как всегда, Катя вместе со мной ведет. И у нас сегодня в гостях Марина, которая уже, насколько мне известно, несколько лет находится в полиаморных отношениях. И сегодня мы будем выяснять вообще все самые интересные подробности такого сожительства, так скажем. Привет, Марина. Привет, Антон. Расскажи, пожалуйста, вот как давно вообще ты в полиаморных отношениях? Скоро будет 4 года, как я в полиаморных отношениях. Такая серьезная цифра. Однако со своим, мужем я в отношениях уже, господи, я путаюсь там, ну, короче, где-то больше 17 лет, поэтому 4 года звучит для меня немножечко, ну, 4 года еще только, вот. Но вообще, если так вдуматься, то 4 года — это цифра достойная. Вот. Так, понятно. То есть 4 года назад ты познакомилась с девушкой. Да, так и есть. Рассказать про это? Ну да, давай, Хорошо. расскажи. Не будем вокруг да около, да? Как ты познакомилась с Ой, девушкой, со своей? слушайте, ну, у меня был такой интересный путь. Наверное, еще немножко отлистаю от 4 лет назад на несколько лет еще назад. Мне тогда было, наверное, не знаю, лет 25-26, и у меня в жизни случилась такая история, что я очень сильно влюбилась. Я влюбилась прям вообще до потери памяти и всего такого. Как-то так незаметно все это произошло, и я не поняла вообще, что это меня так бахнуло. Ну и мы в целом с мужем всегда были в таких очень доверительных отношениях. У нас всегда была честность, искренность. И вообще, если есть человек, который знает меня лучше, ну, его нет. Короче, муж вообще меня очень хорошо знает. Вот. И, ну, для него не было секретом, что я начала увлекаться девушкой. И как-то мне в целом тоже было в этом спокойно, потому что я вообще думала, что мне это интересно все в рамках секса. И вообще это так все манит, и это эксперименты, это новые фантазии, это наш с ним совместный, на самом деле, опыт, не только отдельно мой. Вот, и передо мной, короче, стал вопрос, надо как-то вообще понять, кто я есть. Вот, и потихоньку я начала изучать этот вопрос, и поняла, что дело было не только в конкретной там девушке, а что в целом я могу испытывать влечение к женщинам тоже. И это тоже, знаете, было все растянуто во времени. Вот есть люди, которые там, не знаю, формировались уже с ощущением, что они бисексуальны. Я к таким людям не отношусь. То есть я потом, конечно, когда анализировала, я сообразила, что, ну, были отсылочки, были пасхалки в моей жизни, которые мне намекали на то, что как бы девочка моя, не все так просто и однозначно. Вот. И возвращаясь как бы уже к твоему вопросу, к моменту знакомства со своей девушкой я подошла с пониманием, что мне интересны эксперименты, что нам с мужем интересны эксперименты, что мы как бы готовы пробовать разное, и мне интересны какие-то мои истории. На тот момент я остановилась на формате Friends with Benefits, и я думаю, ну все классно, на самом деле. Я нашла то, что вот мне нужно, и мне никогда не нравились особо всякие вот такие one-night-стенды, какие-то такие мимолетные связи меня не сильно привлекали. Мне хотелось найти человека, с которым вот будет классно дружить, вот прям вот в буквальном смысле дружить и заниматься сексом. Вот идеально. И я вот встречаю свою девушку. Все очень банально вообще, до простого. На Пьюре мы познакомились. Ну, это был такой курортный роман, я не знаю, когда, мы, честно говоря, палились вообще ото всех. И, я понимала, что между нами что-то начинает наклевываться больше, чем просто секс или просто какие-то мимолетные встречи. Но я себе объясняла так, что вот сейчас хорошо, и, к слову, она тоже так делала. Вот сейчас прямо нам хорошо, завтра закончится.
Да, я тебя хотела спросить, какое у вас общение все это время было с мужем? Как ты ему рассказывала, что происходит у вас с этой девушкой? Ну, так вот прям так все и рассказывала, как вам сейчас, в принципе, на духу. Я сначала такая: "Слушай, я познакомилась там с девочкой, она младше меня, ну вот пока как-то болтаем, общаемся". Потом, ну, мы еще там жили очень сильно в разных, пригородах одного города, скажем так, вот прям вот кардинально далеко друг от друга. Я говорю: "Ну, вроде мы там хотим встретиться, не против, не против. Вроде хотим там еще раз встретиться, не против, не против". Ну, то есть он все прекрасно был вообще в курсе всего на самом деле. А потом, когда вот этот случился выезд уже, и я стала понимать, что меня влечет как бы уже так не по-детски, что это не просто про секс история. И мне стало понятно, что и ей хочется услышать каких-то от меня, ну, не знаю, что в этом случае можно сказать. Ну, короче, вот каких-то до какой-то хотя бы, до какого-то поинта, чтобы мы договорились. И я помню очень четко, что я позвонила прям мужу, там связь плохо ловила, я ходила еще как этот дебил, знаете, там вылавливала связь, такая: "Алло, муж!" Ладно, нет, я просто ему позвонила, говорю: "Слушай, такое дело, как бы ты отнесся, если бы вот мы начали, ну, типа, встречаться?" Не знаю, как это назвать. Ну, типа, вот, ну, как-то вот, договорились бы, что больше, ну, кроме тебя, естественно, больше мы ни с кем там не тусуемся. Он такой: "Да и слава богу, честное слово, ты так волнуешься, типа, тебе будет спокойней". Я такая: "Ну, муж у меня, конечно, просто золото". Ну и вот, в общем-то, вот такая у нас была с ним коммуникация за это все время. А потом очень все быстро завертелось. Вот после этого выезда, в принципе, стало уже понятно, что, ну, я вообще, во-первых, их познакомила, тоже между собой. Расскажи, как прошло знакомство. Это очень смешно, очень смешно. Муж, не так часто, ну, взаимодействует с какими-то женщинами, кроме меня и моих подруг, с которыми нет никакого, как бы, никакой цели очаровать или еще что-то, поэтому он немножко суетился, был, по-моему, очаровательно милым. Вот, и поскольку мы все ехали в лес на одной машине, он был в таких трениках, короче, ну, в лесных штанах, короче, спортивных. И моя девушка впоследствии часто, ну, уже наша девушка, часто вспоминала про это, что кто как идет на первое знакомство, типа ты пришел в трениках, ну, потому что мы ехали в лес. Вот, так. Ей нормально муж понравился, потому что она же тоже его первый раз видела. То есть у нее был какой-то такой коннект, ну, или она долго тоже в него влюблялась, например? Ну, они, в приглядку, они как бы присматривались друг к другу. Оба, мне кажется, не торопились. Ну, то есть так как бы просто внимательно, просто смотрели. Они понимали, что, в общем-то, это их не ну, наши отношения с девушкой их не обязывают к тому, чтобы моментально влюбиться. Но при этом как-то, ну, как бы и секс был, и было какое-то такое влечение общее. В общем, как-то все совпало. Мне кажется, у них немножко другие отношения. Я бы, наверное, сильно в это не углублялась, потому что не про меня, а про них, но у них такая более спокойная, такая расслабленная, не знаю, что ли, влюблённость была и любовь, чем у нас с девушкой такая типа ла ну, так более огненная. Вот. Но ты когда их знакомила, ты надеялась, что может случиться некая троица из вас? Конечно! Это и была идея, да? Нет, ты имеешь в виду, вот, ну, прям в отношениях вообще даже думать не думала, честно. Я хотела, ну, как бы, ну, во-первых, мне, смотрите, было важно познакомить, ну, моего самого любимого человека на свете с человеком, который стал для меня очень значимым и важным. То есть я такая: "Ну как их вообще можно не познакомить?" Дальше все таки я с большой бережностью к девушке, я, как бы с осторожностью, с аккуратностью. Я понимаю, что это я уже, ну, плюс-минус как бы прошарена, у нас уже есть какие-то опыты разные, взаимодействия, а тут надо, ну, как бы осторожно, там, ни на что не давила, спрашивала, насколько тебе вообще это все комфортно. Вот, но ну, я надеялась на то, что у нас будет секс втроём и всякие такие как бы истории. На вообще то, что это во все вот это перерастет, я думать не думала. То есть если бы, ну, потом, конечно, много лет, мне кажется, еще ушло на принятие вообще этой мысли, что если бы мне кто-нибудь когда-нибудь тогда сказал, что это вот обернется вот таким а, не знаю, таким чудом в моей жизни, я бы очень удивилась. Слушай, ну давай я уточню все-таки. Значит, сейчас уже групповой секс бывает периодически. И сколько вы уже вместе живете втроем? Порядка 2 лет, чуть-чуть больше, чем 2 года, да. Круто, конечно. Я тоже так хочу. Расскажи про быт. Это самое интересное. Какие есть, особенности жизни
втроем, которые не знакомы нам, простым гетеросексуалам. Ну ладно, не гетеросексуалам. Слушай, ну ты удивишься, но, ничего такого, что вот у 2 людей так, а у 3 вообще кардинально по-другому. Ничего такого нет. На самом деле все очень сильно как у людей. Единственное, на что, наверное, я бы обратила внимание, это на менеджмент. Как бы те нужно менеджерить свое время. Вот этот самый тайм-менеджмент для меня для меня это сложная задача. Честно, я вообще не гений как бы организации процессов, и мне это сложно дается, но благо я не одна в этом процессе, мы все как бы в это включены. Сложнее всего, ну, как бы у тебя обычно, как у тебя есть, там, не знаю, 100% твоего времени. Из них, условно, 30%, там, может, 40 отдан на работе. Остается 60. Из них 60 обычно посвящены, ну, твоей жизни, личной, партнеру и каким-то там друзьям, встречам, самореализации и прочее. А тут у тебя как бы получается, что эти 60, ну, минус там 20, хорошо, давайте заберем на личное всякое реализацию, вот останется 40. Так ты 40 все одному человеку, а так ты 40 как бы на 20 делишь еще. Но И ты это не одновременно 2 людям несешь эти 40? почти не получается никогда одновременно. То есть это просто касается обустройства нашего быта. Вот прям сделать так, чтобы мы там, я не знаю, втроем. Фильм посмотрели, например. Ну, фильм нет, это более, как бы, более организуемо. Вот, например, в отпуск поехать втроем для нас прям, ну, сложновато организовать. Касаемо быта, не знаю, все гораздо удобнее, приятнее, мне кажется, чем, ну, я сравниваю, знаете, как не то, что с одним партнером или с 2, а скорее с партнерами или вообще одной. Типа, наверное, для меня вот такое сравнение. Да кайфово, я не знаю. Ну, как бы у каждого свои какие-то сильные стороны. Каждый как-то их проявляет. О тебе могут позаботиться больше, чем один человек. Если вы оба не в ресурсе, то есть вероятность, что третий человек будет хотя бы чуточку больше в ресурсе. Но это же все сказывается на быте, там, на возможностях, ну, озвучить договоренности какие-то, пожелания и прочее. В принципе, понятно. Короче, быт построен плюс-минус так же, как и у пар просто. Просто есть дополнительный человек, который всегда может закрыть любую дырку. Да, это потрясающе. Вот сейчас, у меня уехали они, партнеры, и я сейчас одна. Ну, вот неделю буквально. Слушайте, я охренела, сколько всего нужно делать, какой как бы, ну, очень много всяких задач. И вот кроме шуток я просто уже дни считаю, просто они там завтра возвращаются, я такая: "Слава богу". Слушай, вот ты сказала, что они уехали сейчас, и ты одна. А есть вообще, присутствует ревность? И вообще, как она проявляется, вот когда втроем? Вот это твоя девушка, грубо говоря, и грубо, окей. Вот твой муж уехал с твоей девушкой. У тебя есть какая-то вот ревность такая? Ты думаешь, там, чем они там занимаются вообще? В этом смысле нет ревности совсем. Объясню, есть ревность, но другого рода. Ну, они там занимаются сексом, гуляют, смотрят фильмы, им там потрясающе хорошо. И ревность у меня возникает в момент, когда, это я прям четко уже поняла за эти годы, отследила, когда мне чего-то не хватает. Вот если у меня есть какой-то дефицит, недостача, то в этот момент просыпается просто все. Вот. Можешь пример привести? Да, могу. Мне не хватает сейчас времени с мужем. Ну, мне прям его катастрофически не хватает. У нас как бы жизнь организована так, что, ну, мы зависим, в общем, от разных обстоятельств своей жизни, скажем так. И нам трудно сделать так, чтобы у нас хотя бы неделя, я уж там не говорю про 2 недели, еще что-то. Поэтому, когда они такие: "Слушай, мы тут подумали, ну, мы там полетим". Я такая: "Да, прикольная идея, да, рада за вас". Ну, прям, блядь, не от всего сердца, честно, ну, как бы алло. Вот, но и они тоже как бы это хорошо понимают на самом деле, и все, ну, с пониманием, с таким сочувствием относятся. Но при этом я тоже думаю: блин, ну странно, из-за того, что у нас с ним не получается по нашим как бы обстоятельствам провести больше времени вместе, говорить: "Не-не-не, типа я не могу, и ты не езжай никуда". Ну, вообще-то, по факту, это их первый отпуск вместе, вот когда они только вдвоем куда-то уехали. До этого такого не было. Но это интересный, новый, как бы классный опыт. И на самом деле я вот очень напрягалась перед. Я прям, знаете, все ближе-ближе. Я немножко такой тучкой такая чувствую, что мне, ну тревожненько. Мне как-то грустно. Не тревожно, а грустно, что я так себе позволить не могу. Вот. А потом вот они уже уехали, там шлют кружочки, рассказывают, как у них дела. Я поняла, что да мне в целом как-то
всё нормально. Я, в общем-то, Ну, просто рано еще пожила. занят. Да, как-то спокойно, не без нервов. Самый частый, наверное, вопрос к вам: как вы спите? Да, реально популярный вопрос. Спим мы в двух разных комнатах. А, значит, ну, это как бы нет такого, что у нас, например, не знаю, свой личный дом. Мы заказали себе личную кровать на, там, 3 метра в длину и, короче, решили так спать. Ну, просто это отталкивается скорее от наших бытовых возможностей. Вот, поэтому мы вот спим в разных комнатах. Как бы есть четко, что девушка спит чаще всего отдельно, в одной комнате. Вот эта как бы вторая кровать, она более такая flexible. Короче, типа чаще всего здесь спит муж, а я между ними такая то туда, то сюда, то туда, то сюда. Дальше, значит, бывает, что девушка такая: "Ну, я уже хочу, короче, с ним поспать". Такая: "Окей, пускай его, в ту комнату". Короче, вот так вот мы меняемся. Ну, давай мы проговорим тоже. Интересно, у вас же не все время групповой секс? То есть иногда это бывает, вы занимаетесь любовью парами, иногда втроем. В общем, это тоже Мгм. flexible, да, я так правильно понимаю? Да, честно, мы гораздо чаще занимаемся любовью вдвоем, чем втроем, потому что, опять же, это требует определенной организации. Плюс, ну, вот вы сами понимаете, как бы секс такое дело, ну, блин, это у двоих там совпадут желания, либидо, время, цикл, я не знаю, вот это все. А если у троих совпадет, это вообще какое-то супер чудо. Еще и так будет, что, ну, там, да, дом пустой, можно как бы предаваться чем всему, чему хочется. Поэтому, чаще вдвоем. Проще организовать и как-то, ну, на самом деле ведь секс вдвоем и втроем он тоже очень разный. И часто хочется вот такой близости, когда только на двоих, когда это между вами, когда у вас что-то такое, ну, как бы, ну, короче, занятие любовью, давайте так. Вот. И иногда хочется, типа, ну, соскучиваешься по другому формату, и тогда А где больше эмоций? Когда вдвоем или втроем? Боже, мне кажется, что вообще нельзя сравнивать совсем. Почему нельзя сравнивать? Давай, почему? Ну, не знаю, потому что очень сильно разный вайб, что ли, разное. Да все разное, не знаю. Ну, что для тебя лучше? Давай, ну хоть как-то можно вот определить на какую-то у тебя философию? Вдвоем. Для меня лучше Типа вдвоем. лучше вдвоем или Да. втроем? Да, вдвоем для меня Вдвоем. лучше. Однозначно. Прям вообще нет даже вопросов никаких. Ну, то есть не люблю сравнивать, потому что мне кажется, это не совсем корректным. Это очень разные процессы. Но если сравнивать, вдвоем, потому что как раз, ну, вот это самое как бы интимное, самое такое откровенное, самое то, что, ну, все таки не возникнет, как бы, потому что есть третий человек, какой бы он самый любимый на свете ни был, вот оно возникает как бы в контакте на двоих. Для тебя эмоции и там, они все-таки разные, и там, где вы вдвоем, это большая глубина, возможно, там какая-то такая открытая, а когда втроем не так. Просто объясню, почему такой Мгм. вопрос. Потому что очень многие, кто не пробовал еще групповой секс, они прям стремятся это попробовать и думают, что это прям вот супер-пупер, это и есть самый Конечно. кайф. Да, смотри, давай, ну, все таки разделим. Типа, когда я стремилась это попробовать, когда я это попробовала, я правда считаю, что это кайф, это потрясающие эмоции, это очень ярко, красиво, здорово. Но как бы мы же сейчас сравниваем секс в длительных отношениях. Секс, который тоже меняется, у которого есть своя как бы какая-то, ну, история, какой-то бэкграунд, какие-то штуки, какая-то тоже как бы включенность, работа. Ну, короче, много всяких аспектов, как у любого другого, в общем-то, секса. Поэтому мне кажется, что я вот это еще более разные вещи. Это как ты скажешь: "Ну, рассказывай, как бы, что тебе больше нравится? Заниматься сексом с мужем, с которым вы 15 лет в отношениях, или вот как бы one night stand Ну, на одну ночь с испанцем?" ну, одну ночь с панцем, ладно, несравнимо. А вот с твоей девушкой это интересно. Где лучше секс? Боже мой, вообще жесть, как сложно. Ну, поначалу, вот это опять же, вот, да, мы возвращаемся не к тому, с кем лучше секс. Это немножко такое, Да, типа, это ну, честно, с тобой секс такой себе, конечно, а вот она богиня в постели. Ну, странновато было бы. Вот, но, немного по-другому. Типа, количество лет в отношениях, да, это влияет. Ну, блин, ну, мы все понимаем, что когда мы только встретили человека, когда мы влюбились, да нас шарашит просто, я не знаю кого, как меня прям вообще расхерачивает всем этим дофамином, вот просто с ног до головы. И ты все время как бы в человеке, ты все время думаешь о ней, ты все время там, ну, это восхитительное чувство, очень люблю его, вот. Да, но потом проходит время, вы уже немножечко разлипаетесь чуть-чуть, вы учитесь жить вместе, это
тоже как бы ваш новый опыт. И, короче, это очень странно сравнивать, но это не нужно так сравнивать. Вот. Да. А теперь вот, да, мы все в отношениях, и теперь, наверно, более релевантное получается сравнение, но тоже не могу сравнить. Потому что, блин, все таки у них разные, гендеры, да, и, секс с женщиной — это, очень прекрасная вещь, потрясающая. Секс с мужчиной не менее потрясающий. Как их можно сравнить, не знаю, понятия не имею. Только вот могу в плане ощущенческом сказать про нежность. Я была удивлена вообще, когда начала спать с женщинами, как бы это странно ни звучало. Короче, когда я обнаружила в себе бисексуальность, я была поражена тем, что мы, оказывается, девушки такие вот, ну, мягкие создания, я не знаю, что нас вот, да, не, вот так, что такой вот прям мягкости, обволакивающей нежности, мне не очень это знакомо как бы в гетеросексе. Вот, чтобы вот настолько. Вот. Слушай, вот ты уже несколько раз сказала, что вы довольно давно с мужем в Мгм. отношениях, да? Там большой промежуток времени. У нас до этого был выпуск про открытые отношения. Вот здесь будет плашечка. Переходите, смотрите. С Андреем. Уже мы обсуждали это, но я вот хотел бы тебя тоже спросить. Не считаешь ли ты, что когда ты пошла пробовать, например, какие-то бисексуальные опыты или еще какие-то такие штуки, что это недостаток именно как бы эмоций, любви и секса в отношениях с мужем? И вот Не ты поэтому туда пошла, и поэтому вдруг появился третий человек? Нет, вообще не считаю. Мне кажется, это такая немножко, ой, мракобесническая, малек, позиция, Ну да, честно. да. Но просто очень часто бывает позиция, что если вдруг появился третий человек, то значит первый недостаточно хорош, да? Так часто бывает в отношениях, так и реально люди часто считают. Поэтому вот такой опыт. Мне кажется, скорее, если появились измены, если появились, недомолвки, размолвки, если появились, то, не первый недостаточно хорош, а в ваших отношениях, что-то не то. Нужно призадуматься, сфокусироваться. И как раз в это самое время худшее, что можно сделать — это уйти с фокусом вовне. Если у вас такой как бы высокий уровень этой самой комперсии, если вы можете вам есть на что опереться, то тогда можно смотреть, как мне кажется, если всем окей по сторонам. До этого момента так себе идея, правда. Поэтому нет, я так совсем-совсем не думаю. И наоборот, знаете, когда ты оглядываешься немножко назад, там уже даже буквально спустя полгода ретроспектива такая появляется у тебя, ты такой: "Ни хрена себе". Я прям говорила: "Слушай, ты вообще понимаешь, какой мы неизведанной тропой идем?" А потом уже им двоим говорю: "Вы понимаете, что, до нас это делали, конечно, люди, но их очень-очень мало. У нас нет образца, у нас нет как бы какой-то дороги, по которой мы идем и понимаем, что, ага, женился, родился там, вот это все. У тебя нет как бы понимания того, как это выстраивать. И то, что у нас это получается, я этим горжусь. Я счастлива, что у меня такой муж осознанный, который как бы готов к такому. Девушка, которая очень гибкая к изменениям и тоже готова как бы была присоединиться все таки к уже такой устоявшейся паре в своем статусе. То есть это вообще восхитительно, по-моему. Нет, это круто, очень интересно. Слушай, вот раз мы поговорили про комперсию, Мгм. а, давай так скажем, а если муж сейчас, не знаю, установит пьюр и пойдет экспериментировать, и, не знаю, там, скажет тебе об этом, пойдет экспериментировать и искать там, не знаю, какое-нибудь свидание с девушками там и так далее, ОНС или еще что-то Мгм. такое. Ты как к этому отнесешься? Нормально? Сейчас, да, но так было не всегда. Он гораздо, раньше проявил свои вот эти, комперсионные, я не знаю, навыки. Да муж, я не знаю, это реально чудо-человек какой-то. Судя по всему, я так, как бы, когда анализировала, и мы обсуждали это много, конечно, суть вся в том, что, все таки короче, в поле, разница в поле, что почему-то мужчинам менее не почему-то, а вот, короче, мне кажется, понятно почему. Менее триггерно, когда там твоя женщина начинает встречаться с девушкой, как бы, типа, побаловаться, что-то, что-то. То есть нет такого опасения, что все, она уйдет к ней или вот что-то такое. Да и в целом, такой уровень доверия, правда, был всегда очень большим. Мы как-то всегда очень хорошо знали, что бы там ни было вообще, ураганы, штормы, мы всегда вместе, вот. И, соответственно, когда зашла речь, вот как раз в эпоху экспериментов, когда зашла речь о том, что, а чё, может, я тоже? Я такая: "Пу-пу-пу". Было сложно. Честно, было тяжело. Я сначала такая: "Конечно, конечно, конечно, дорогой".
Как, ну, типа, я в этот момент, мы еще не были знакомы с моей девушкой, у меня были вот этот Friends with Benefits, очень комфортный, мне удобный, еще на 2 города вообще идеально. И я такая: "Блин, ну вот у меня же есть вообще такое тут веселье, как же, ну, надо теперь этот отпустить пташку". Но не получилось. Я прям помню, что я, в какой-то я, ну, у психолога бываю, скажем так, я у психолога в какой-то момент сижу и говорю: "Да он мой! Типа, почему я должна это делать? Он мой!" И она такая: "Наконец-то ты это сказала". Короче, что то шароёбилась месяц уже, там пыталась это все объяснить. Вот, и я сказала, что: "Слушай, короче, мне очень совестно, мне грустно это признавать. Вот я пока не дошла, ну, короче, можешь, пожалуйста, так не делать? Я пока не готова". Ну, у него там тоже случилась небольшая как бы история, которая мне подтвердила, что я не готова. И я такая: "Не, наверно, втроём, окей". То есть вот для меня было триггерно именно, что без меня. В смысле, типа, без меня? Погодите, ну, найди любую девушку, которая захочет втроём. Если ей неинтересно, я тоже в этом процессе, то тогда прости, но я пас. Вот, и спасибо ему огромное. Это был, мне кажется, большой такой, ну, знаете, такой осознанный взрослый мужской поступок. Он сказал: "Для меня наши отношения важнее". Я как бы: "Я тебя услышал, хорошо, этого не будет. Это зависит от тебя". И этого не было долгое время, как бы все, мы так договорились. Потом у нас уже появилась девушка, потом еще что-то. И сейчас он бедный, потому что для девушки это как бы более триггерно. Вот. Но в целом как бы допускается. У нас на самом деле довольно закрытые отношения, мы особо не спим направо-налево ни с кем. Но в целом, если вот вдруг какое-то такое приключение, интрижка там, наклевывается, ну, с одобрения всех, участников, и для нас важно, чтобы еще второе модное слово метамур, то есть партнер моего партнера был безопасным, да, и как бы нам было комфортно в этом. Новое слово. Записали Новое словарь. слово метамур. Метамур, да. Марин, а как твоя семья и знакомые отреагировали на такое сожительство? Или как вы это называете? Сожитель. На Любовь. такие отношения? На любовь втроем? Мгм. Слушайте, интересная история. Она мне напоминает историю про тени. Знаете, когда тебе кажется, что внутри тебя живет какой-то монстр, ну, например, не знаю. И там, или что ты такой: "Я жадный человек", и ты ее преувеличиваешь внутри себя и думаешь: "Я пиздец жадный". Просто я же, ну, это я, честно говоря, очень не про меня, но я просто как пример. Вот. И потом, когда ты на самом деле обращаешь фокус внимания на эту тень внутреннюю, короче, на какой-то свой недостаток, который ты гиперболизировал в своей голове, обнаруживается, что ты вообще-то, ну, как бы ты, может, где-то кому-то пожалел милостыню дать, но в целом это, ну, как бы сильно преувеличено. Здесь то же самое. У меня было в голове такое: "Ну, наверно, блин, вообще, конечно, охренеть". При этом как-то уже много лет, подряд я окружила себя людьми потрясающими, которые очень просто меня любят, ко мне хорошо относятся. Поэтому я потихонечку, очень постепенно начала, как бы планомерно. Ну, во-первых, я это тоже такая прямая по жизни, вообще человек прямой. И я такая взяла и привела девушку в, там, нашу одну компанию друзей. Вот прям взяла и привела. Ну, сказала: "Вот, типа, знакомьтесь", все дела. И как-то так я вроде рассказала, что мы познакомились, ну, на сайте знакомств, но, как-то не все там, скажем, это услышали. И те, кто меня получше знают, они такие: Марина вообще, конечно, влюбилась просто. Ну, я там ей песни пою, короче, в щечку целую, ну, все понятно. Ну, мне так казалось. Но потом оказалось у некоторых друзей вопросики, когда они уже на вторую встречу увидели, что, ну, мы держимся за руки, обнимаемся. Они такие: "Так, у вас что-то типа, что, ну, просто это был нонсенс". И я-то подумала, что наоборот, я вроде всем сказала, а вот, ну, не до всех дошло просто, ну, реально, объективно говоря, не каждому вообще такое, в голову взбредет, да, что ты там этот. Ну, для большинства людей, для всех, я бы сказала, мы были такой очень устойчивой парой, там, все, ну, много лет вместе, женаты. Ну, короче, все очень понятно и вот. Поэтому это было постепенно. Наверно, долго не буду этого касаться, но, неожиданные сложности в общении с родителями, скажем так, были. Я почему-то думала, что будет все вот так вообще на изи. Это же просто любовь, это восхитительно, типа.
Мама, я стала счастливей на еще миллион процентов. Я самый счастливый человек на свете. Я заблуждалась очень глубоко. И потом, в будущем, когда у меня там разные люди спрашивали, типа: "Как ты считаешь, стоит ли делать камин-ауты?" Я как бы воздерживалась от каких-либо советов. Но сейчас я довольна своим решением. Сейчас, у меня мама уже давно знает все, и, в общем-то, ну, как бы нет такого, что у нас есть прям семейные ужины, я не знаю, но это еще и нет из-за географических всяких причин. Но в целом, как бы, более-менее окей. Но интересно было. Знакомые мои, ну, знакомые вообще, кстати, ну, на работе, например, я не говорила, то есть знакомым особо я не распространяюсь, а вот там друзья порадовались все, там, захотели познакомиться. А какие-то более взрослые родственники, там, бабушки, тети, дяди, они не в курсе? Не в курсе. Ну, как бы здесь, наверное, из уважения больше к маме я не стала говорить, потому что для нее это было бы тяжело. Я к этому отношусь очень спокойно, господи. Ну, в целом, на мой взгляд, кому вообще какая разница? Ну, откровенно. Есть разница. Для родственников есть разница. Да, но вот как бы у нас, во-первых, не так много родственников, а тем, кому можно было бы сказать, я, ну, просто как бы не считаю прям нужным сообщать. Ну вот сегодня твой каминг-аут получается. Ну, может быть, не знаю. Надеюсь, что они это не посмотрят. Какая была самая смешная реакция, когда человек узнавал? Была такая вот недавно, была очень смешная реакция. Мы тусили в одной компании друзей, мы познакомились не так давно, и все время как бы мы приезжали то с мужем, то с девушкой, то с мужем и с девушкой. Все время как бы мы были как-то вот, ну, на виду. И более того, мы там с моим другом общались, еще что-то. И вот прошло, я не знаю, там типа, ну, не знаю, месяцев, ну, почти, короче, год с нашего знакомства прошел. Мы как-то сидим, знаете, он как-то так завис, мы что-то такое обсуждаем про отношения, и он зависает прям. Я такая: "Ты чё?" Он такой: "Да я что то думала, ну, она, наверное, твоя сестра". Из вообще еще как бы, вершины родственных связей, но, честно говоря, этим я не горжусь. Но одно время я водила всякие выезды, походы, и ну, много, знаете, через меня проходило таких как бы людей, просто вот проходящих. Вот мы познакомились, как-то классно провели время, и они дальше там живут свою жизнь, я свою. И нам сказали, что думали, что мы мама и дочка. Тут я уже такая: "Так". Короче, ну, честно говоря, я вроде не выгляжу на 47, и она уж тем более. Короче, это очень смешно. Вот, ну, вот как-то у людей, видимо, они чувствуют, что что-то ближе, но, видимо, такого варианта вообще себе не могут даже как бы вообразить. Они подбирают то, что у них хоть как-то типа подходит, и они это натягивают на Ага, голову. да, так и есть. Но я была в шоке, когда мне такую версию сказали, я просто охренела. Учитывая, что у нас разница в возрасте, сколько там, 7 лет. Ну, то есть как бы не такая гигантская. А какие самые популярные вопросы, которые тебе задают люди, узнавая про полиаморные отношения? В целом, вообще, наверное, сначала расскажу про людей. Хороший вопрос. Люди делятся на, наверное, таких 2 больших типа. Первые такие: "Да ладно, реально? Вау! Ну, расскажи". Вот как бы это первый тип. Мне такие очень нравятся. У меня бы самой была бы такая же реакция на самом деле. Это нормально, блин, интересоваться, ну, разностью людей вокруг. А вторые делятся типа и все, как бы ты такой: "Блядь, что там непонятное". Еще есть, конечно, парни, в основном, которые такие, ну, мужу, а, отхватил, Респект. джекпот. Да, и к нему сразу такое отношение вообще, как будто он реально шейх вообще. Он там, ну, это правда, у него так нормально, короче. Ну, ему, наверно, тоже нравится такое Ну, получать. да, Я приятно. В общем, Девушек больше ответственности. Мне кажется, это сложная ситуация. это реально но это же сложно. мужская фантазия, понимаешь? И тут как бы, вот парни, которые не очень берут в голову, что там, как бы умножается в 2 не только, извините, 2 рта, 2 языка, но еще и 2 цикла, да, 2 там 2 ПМСа, да. 2 ПМСа, да. 2 букета на 8 марта. Да, да, вот именно. И на самом деле так оно и есть. Вот так всегда приходит. Как бы честно, я была бы очень рада, если бы был какой-то
как это мы на работе называем, дорожная карта. Это мануал, который ты смотришь, и как бы тебе рассказать людям. Для меня, честно говоря, это проблема, потому что, ну, вроде открывать дверь с ноги и говорить: «Всем привет, я Марина, я полиамор, у меня девушка и муж, с этим закончили, теперь погнали в общение». Ну, немножечко как бы кринжевато. При этом совсем не говорить, тоже странно, потому что я могу появляться реально вот сегодня там с ней, а завтра с ним. И мы тактильные ребята, мы держимся, ну, в рамках приличий, но мы держимся за руки, мы взаимодействуем. Ну, в конце концов, у меня кольцо на пальце. Короче, вот это все. И это создает, конечно, такой фончик иногда, что я не понимаю, а в какой момент, короче, мне нужно сказать. Мы еще Но тут, знаешь как, тут отдается на, я так понимаю, на понимание людей, с которыми ты общаешься. Пускай они сами думают, сами додумывают и понимают, как это. Да, при этом хочется ясности, на самом деле, не хочется, чтобы никто ничего додумывал, знаете, потому что же очень разные бывают истории, когда моего мужа видят в зале с девушкой с нашей, и потом, типа, я понимаю, что могут начаться вопросы, типа: «А ты знаешь, что он там, ну, да, вау, не знала, да. Но я при этом понимаю, что для человека это создает какой-то дискомфорт. Ему нужно принять решение, говорить ли мне что-то. Ему нужно вообще подумать, как бы, ну да, если это дальний знакомый, естественно, если это не наш друг. Вот, поэтому, да, это такая непонятная мне пока что тема. Я еще не решила, это, знаете, как Гербалайф, там написать значок, типа, не знаю, хочешь узнать о жизни втроем, спроси у меня как. Вот что-нибудь такое. Но и как бы не сказать, что я скрываю. Вот видите, к вам пришла в гости. Слушай, ты знаешь, есть футболки «Он со мной, она со мной». Вот тебе нужно с двумя стрелочками. Она со мной. М. А как ты видишь дальнейшее развитие этих отношений? Вот классический вариант: ты встречаешь мужчину, вы женитесь, там дети, семья, или в любом порядке, и смерть совместная. А, Абсолютно так же я вижу. Вообще ничего, сильно отличающегося от классики. На самом деле, я вообще за такой топлю поинт, что, ну, какая разница, сколько человек? Ведь по факту цель-то одна, нам вместе лучше, чем, ну, раздельно. И, соответственно, там дальше уже цели могут корректироваться в зависимости от целей всех. Но единственное, что, к сожалению, нам нельзя пожениться. вы не думали устроить, свадьбу без росписи? Ну, думали, конечно, думали, но это как бы пока. А ты видишь в таких отношениях, воспитание детей, вот этот классический семейный путь? Конечно, вижу, да, безусловно. Я думаю, что вообще вся эта тема с детьми, она очень демонизирована. Ну, как бы, нашей общественностью, нашим культурным таким фоном. Почему нам не нравятся иногда вот какие-то такие примеры отношений или, не знаю, не гетеросексуальные люди или, ну, короче, проблема в инаковости. Блин, он не такой, как я, а вдруг, значит, со мной что-то не так, а вдруг я что то пропустил. Ну, вот так, если очень общо. Дальше получается, что из-за этой проблемы в инаковости и как бы вот этого видения, что, блин, что то сыкотное, страшное, непонятное, у меня это вызывает отторжение, и дальше нужно каких-то уже аргументов не из чувства, а из разума накидать. И первый аргумент, естественно: а как же дети? Типа, все, ну, дети — это самые страдающие существа, конечно. Но по факту, где как бы счастья и благости больше? В семье, где одному там или двум, или какому-то количеству детей уделяют внимание 3 взрослых, или где, уделяют внимание едва ли мама, там, одна работающая, или отец, да, одиночка и так далее. Но в целом, да, ну, как бы, что такого плохого может почерпнуть из, этой связи ребенок? Не знаю, я даже прям пытаюсь накидать. Ну, типа, Я, я наоборот, думаю, плюсы. Я думаю, что да. плюсы, потому что, мне кажется, и сам ребенок, он видит, не знаю, 3 разных взрослых с 3 разными поинтами, по-разному сам выбирает, как бы какой, не знаю, какой вариант правильнее и так далее. Ну, это, наоборот, Сильные стороны каждого, уже повзрослее, да, если дети там, они понимают, типа, к кому обратиться, по какому вопросу. Плюс есть всегда какая-то подстраховка именно в таком, ну, бытовом смысле. В общем, не знаю, я, наверное, в целом, когда думаю о воспитании детей, я очень за там секс-просвет, за то, чтобы с ними абсолютно откровенно разговаривать о сексе. Мне кажется, это очень важной частью вообще в целом эмоционального воспитания, в частности, разговоры про тело, про секс и про развитие. Поэтому, ну, просто, я думаю, что ребенок в таких парах, ну, или в трио, или, я не знаю, в каких там коннотациях, он видит,
его сразу, как бы, скажем так, восприятие более широкое. Но сказать, что он вырастет теперь геем или она вырастет лесбиянкой, потому что, короче, у него или у нее был пример, ну, мы же как бы все понимаем, что уже проводились исследования, выросли давно дети. Мы же не первое поколение, у которого есть и геи, и лесбиянки. Да, господи, это все как бы it's okay. Я много читала исследований, смотрела видосов про это, ну, вот как раз на том этапе своего самоопределения, про то, что по факту на детей это, ну, влияет так же, как абсолютно обычная семья. Вот все. Поэтому нет, я как-то очень спокойна на этот счет. У меня, знаешь, какой еще к тебе вопрос? А вы как бы по сути устаканились и уже больше не экспериментируете, или все еще иногда бывают какие-нибудь эксперименты прям уже втроем? Хороший вопрос. Так получилось просто, что фокус сейчас наш общесемейный, он очень сильно на другом. Сейчас настолько все в работе, что как-то вот, так просто вышло, что, ну, это, знаете, про либидо, когда говорят, что либидо как бы в разных, сферах жизни проявляется. Вот у нас, мне кажется, сейчас либидо у всех в реализации и в работе. Вообще грустно это говорить, честно говоря. Охота вернуть его в сферу вообще чувственных удовольствий, секса, приятностей и всего такого. Но тем не менее, ну, как бы как есть. При этом мы очень осторожно подбираемся к этой теме, честно. Тут получился немножко такой, знаете, как рассинхрон, я бы так его назвала. Потому что мы с мужем уже энное количество лет вместе, мы как бы там доверяем друг другу, мы легко уже, даже и я, отпускаем друг друга в какие-то приключения, если нам это необходимо. Ну, тут понятно, что это не так, что я там во вторник вечером где-то зависла и пишу: «Кстати, не приеду домой». Понятно, что мы как бы заранее обсуждаем, если что-то наклевывается, мы тоже проговариваем. То есть нет такого, что... Ну, короче, коммуникация превыше всего. Вот, но когда появился, соответственно, третий человек, наша девушка, нужно было заново выстраивать вот эти все как бы, истории. И, честно говоря, я на время было подумала, что я стала вообще таким, ну, как бы, как закрытым, просто не моногамным, но закрытым очень человеком. Типа вот все, мы там своей ячейкой. Первые 2 года отношений меня вообще это никак, ну, не беспокоило, не знаю, не вставал такой вопрос. А потом оказалось, что все таки вопрос встаёт, что, ну, мне нравится в вот этих всех как бы условных похождениях или экспериментах, мне очень нравится как раз сама игра. Я прям для себя пыталась четко понять, а чё мне надо. Те чё надо, блин, у тя 2 партнёра, выбирающие любого секса, как бы завались, если тебе очень хочется. Но я мне хочется. Но я, Тебе хочется, да. да, поняла для себя, что мне нужно вот это вот как бы вот, ну и, короче, играться, флиртовать, нравиться и, наоборот, завоевывать. Мне это очень интересно, меня это привлекает. И началась как бы такая, как это называется-то, процессинг, да. Мы начали это обсуждать потихонечку, помаленечку. В общем, ну, мы это примерно пришли к такому. Давай, как бы, если какая-то кандидатка, скорее, меня не очень обычно влечет к мужчинам, это, блин, мужу повезло, конечно, в этом смысле. А девушке более нервно, мы как бы все-таки еще не так долго вместе. И давай, если у тебя как бы кто-то там, не знаю, возникнет, наклюнется, ну, мы как бы сядем, обсудим. Но был уже кейс, когда было строгое нет. Вот, ну, значит, нет. Нет ли переживаний у вашей девушки о том, что она окажется за бортом, потому что вы там долгое время вместе, и она, может оказаться какой-то временной историей? Хороший вопрос. Конечно, были поначалу особенно переживания. Ну, мне кажется, это лечит только время и только подтверждение нашего отношения к ней. То есть, ну, мы как бы такие довольно включенные ребята. И вот знаете, вот просто с каждым разом, когда между вами что-то хорошее происходит, оно как бы вот в копилочку другого вот этого противовеса вместо тревожности. Ну, понятно, я прекрасно понимаю, почему так. Это как бы с самого начала понятно. У нее очевидно самое уязвимое отношение, ну, уязвимое положение, да-да-да, в нашей тройке, и я как бы прекрасно это могу понять. Но, в общем-то, одну из задач тоже я себе ставила, что, ну, как бы давать всё время подтверждение того, что ты там не мимолетный какой-то голубь, пролетевший, как бы и дальше упорхавший, а ты для нас очень важный там элемент нашей всей экосистемы. Ну, короче,
Да, я думаю, что были такие переживания. Не знаю, есть ли сейчас, мы давно очень об этом не говорили, но мне кажется, что, конечно, житие вместе, оно подустаканило это все. То есть все таки когда мы уже, ну, прям трио, это другое дело. А рассматриваешь ли ты вероятность того, что вас станет 4? Нет, не дай бог, вообще, не приведи Господь, честно, свят-свят просто. Это вообще пока. Не-не-не-не-не, никаких 4. Я, честно, я вообще не знаю. Иногда я, как бы, когда я оглядываюсь на свою неделю, вот, например, не знаю, вчера пятница, ну, и у меня сейчас очень плотно с работой. Я вот так оглядываюсь и думаю: "Господи, как мы это все вывозим вообще, типа". Слушай, а тебя вот, как ты считаешь, тебя хватает эмоционально? Ну, понятно, по тайм-менеджменту я понимаю, Мгм. да, там по-разному может быть, но эмоционально тебя хватает на двоих? Ты не чувствуешь, что тебя просто всю энергию из тебя высасывают, как бы два человека сразу, не только один, но сразу двое? Ну, в тот же ПМС или в то же плохое настроение, когда тебя бесит не один человек, а сразу двое бесит. Ну, это же сложнее, наверное, эмоционально выводить. Не, меня хватает. Классно, меня хватает. Слушай, да, тут же интересно в чем, что вот как бы есть этот треугольник, например, и с каждым углом идет взаимообмен. Поэтому я как бы как отдаю, так мне и прилетает же вдвое больше. Как я отдаю, так мне и это все возвращается. Поэтому, хватает однозначно. Мне кажется, я счастливчик по жизни, у меня нет особо каких-то сильно гормональных всплесков из-за ПМС и прочего, и поэтому мне как будто проще живется в этом смысле. Я даже удивилась, когда, ну, и мужу, соответственно, тоже, когда, вот у нас появилась девушка, и мы же стали жить прям вместе. Я такая: "Вот чё рассказывают, понятно теперь ясно". Какие у тебя еще открытия были в взаимосвязи с девушкой? Потому что я разговаривал с некоторыми лесбиянками, бисексуальными девушками. Они иногда не понимают, то есть они вроде как вступают во флирт, в отношения, но для них это все ново, Мгм. какие-то новые опыты, и они не понимают, как взаимодействовать с девушкой. У тебя были какие-то такие супер новые опыты, которые ты говоришь: вот как это вообще бывает? Мгм. Ты знаешь, как ни странно, самый, как сказать, такой инсайтный инсайт, самый такой, м, удивительный, наверное, для меня, был про меня саму. Не про вот как бы взаимодействие наше, а про меня саму. Он касался того, что, оказывается, в флирте и во всем таком, и вот в этой как бы первоначальной, истории, когда вы вот сближаетесь, мне гораздо проще занимать позицию, человека, который инициирует встречи. Ну, короче, условно добиваться, давайте, да-да, около такую мужскую, ну, нет, так не хочу говорить, все Ну да, таки я понимаю, правильно, но больше такую, типа, активную позицию, наверное, так скажу, имеющую, под собой там. Я могу, не знаю, первое звонить, я могу дарить подарки, я могу говорить комплименты, я могу встречать с работы. И все это как бы в моих руках. Я так оценила это на самом деле, потому что мне часто казалось как бы в разных взаимодействиях, что, ну, я могу, конечно, это первое делать, но по сути бы мне бы сидеть как бы и ждать, когда в мою сторону придут. А мне не нравится ждать, я нетерпеливая. Я хочу как бы, ну, типа, я в тебя влюбилась, я хочу подарить тебе весь мир. Держи. Вот мой весь мир. И это для меня очень оказалось ценным открытием, что вот так тоже можно, и насколько мне в этом хорошо на самом деле. Это вот было такое, наверное, ключевое открытие вообще вот этой всей как бы истории. А бывало ли такое, что вы вдвоем с девушкой с мужем поссорились? Мы очень-очень стараемся, нам не просто это дается, не мы с девушкой, а все втроем. Как бы не вникать, не вставать ни на чью сторону, короче. Мы это вывели путем неких экспериментов, скажем так. Ну, на самом деле, правда, ведь, ну, не все всегда гладко, да, бывают ссоры, бывают конфликты, еще что-то. И вот если один из нас ко второму, ну, нас трое, нас не четверо, да, и, соответственно, второй чувствует, что на него, ну, либо нападают, либо ему, ну, как бы, да, надо защититься, либо что, ну, конечно, опять вы там, типа, не приняли, естественно, вы там все время, типа, друг за друга, вот это вот все. Этого не хочется, чтобы никто из нас это чувствовал. На самом деле, я тоже на это остро реагирую. Если вдруг даже девушка скажет мужу, ну, мне, что вот, видишь, типа, он прав или что-то такое, вы что, типа, объединились против меня? Ну, то есть это вызывает сразу дискомфорт, поэтому это было не сразу выявлено путем как бы практических соображений, но мы поняли, что лучше не надо. Там, не знаю, условно, между ними размолвка, я могу максимум послушать,
как бы. Но и то, мне это кажется не до конца как бы корректным. Ну, идите разговаривайте друг с другом. Ну, разбирайтесь между друг другом. Или у нас с мужем размолвка. Но мы так, блин, мы на самом деле стараемся всегда не уходить спать, поссорившись. То есть в целом у нас нет таких, не знаю, страсти в отношениях, когда, знаете, там бьются тарелки, я ухожу от тебя, и вот это все. Довольно спокойная, семейная, счастливая жизнь. В этом разрезе. Ну, вот если один человек действительно делает что-то прям, ну, что-то дурацкое, два других же сразу понимают, что, ну, прям, ну, нельзя так. Ну, все равно же как-то... Разговариваем аккуратно. Аккуратно А если разговариваем. втроем гуляете, например, и выбираете, где покушать, в каком ресторане? Не, мне просто интересно. Как вы к консенсусу приходите? Микроменеджмент. Ой, это тяжело, честно. Я так устала от принятия решений, хотя я их, мне кажется, в нашей тройке я принимаю их меньше всех, но я очень устаю от... Короче, мы разные в этом, как и все люди. Значит, у мужа процесс принятия решений либо моментальный, вот я прямо сейчас знаю, что мы делаем, либо, если он не может принять решение, он такой, вплоть до того, что: «Дорогой, куда мы завтра едем?» «Да посмотрим, слушай». Вот до такого, типа, он готов прям откладывать до самого последнего момента, только бы не принимать решение, которое ему не дается, условно. Вот у него такая градация. У девушки градация подстроиться под любое решение, только чтобы поскорее, как бы, только чтобы это все не обсуждать. Типа, она такая: «Да я в целом, как бы, мне не так критично, как тебе», это прямо ее цитата, «мне не так принципиально. Из всех троих я более привередливая, например, по поводу еды, ресторанов и прочего». И я такая: «Нет, это вот здесь шумное место, тут, короче, такса очень большая, тут еще что-то». Короче, и все. И они такие сразу, спасибо им огромное за это терпение, они такие сразу оба: «Ну, так, что у нас тогда остается? Давайте вот туда, да, давайте». Вот, ну вот как-то так. Спасибо тебе, Марин, за то, что пришла к нам, рассказала. Было очень интересно. Спасибо вам, что вы посмотрели до конца. Не забываем подписаться, поставить колокольчик, лайк и, конечно же, прокомментируйте, скажите, какие еще темы и кого еще позвать, кого бы вы хотели видеть у нас в гостях. Пишите, мы обязательно найдем таких людей, позовем, и будет классное видео следующее. До скорых встреч, скоро новый выпуск.